Ну что ж, привет всем любителям геометрии. Ну, сегодня и алгебры одновременно. Дан треугольник, проведены два отрезочка, концы их соединены. Углы получились 20, 30, 30 и 50. Требуется найти угол альфа. Такие задачи всегда трудны. Я дал эту задачу старшеклассникам, но олимпиадникам. Быстро они ее не решили. Я показал свое решение, и они мне ответили коротко. Имба. Что это означает, я тогда не понял. Но требуется найти величину угла альфа. Попробуйте найти, может быть, геометрическое решение, ну, а я покажу алгебраическое, более того, тригонометрическое решение, потому что 10 класс сейчас проходит где-то тригонометрию, поэтому задача, скажу сразу, для 10 и 11 классов. Тригонометрический способ решения, ну, давайте ближе к задаче. А вдруг мы ее решим сейчас? Но это вряд ли. Вот в трех треугольниках АМК, АКС и КНС, это вот в этом треугольнике, вот в этом треугольнике, и вот это мы можем найти все три угла, естественно. Вот угол АКС центральный будет 100 градусов, то есть 180 минус 30 и 50, а это мы в конце оставим. А пока найдем вот этот уголок из треугольника АМС. АМС. Угол А у этого треугольника 50, угол С у этого треугольника 50, значит, этот угол при вершинке М 80 градусов, верно? Ну и точно так найдем вот этот уголок из треугольника АНС 70 градусов. И вот дальше я воспользуюсь теоремой синусов. Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов. Иногда удобно записывать для двух сторон. А относится к Б как синус альфа к синусу бета. Очень удобно, и этим мы воспользуемся. Кроме того, мне понадобится еще формула приведения. Синус там π на 2, либо 90 градусов минус альфа равен синусу альфа. И формула синуса двойного аргумента, то есть 2 синус альфа на косинус альфа – это синус 2 альфа. Вот это мне понадобится. Посмотрите, что я сделаю. Последовательно. Я найду отношение сторон в треугольнике АМК, потом АКС, потом КНС. То есть каких сторон? МК к АК, затем АК к КС, и затем КС к КН. И перемножу полученное равенство. Я уже набрал это все, чтобы сэкономить время, и сейчас я просто буду сдвигать шторку, и вы будете видеть, что у меня получилось. Итак, вот из левого треугольничка АМК я первый шаг подробно расскажу. У меня получается, что МК относится к АК, как синус 20 градусов относится к синусу 80. Все верно? Все верно. Дальше треугольник АКС, центральный треугольничек, что мне дает? У меня получится, давайте спрячу, АК относится к КС, ну, как синус 50 к синусу 30. И третье. Треугольники КНС. КС относится к КН, как синус 70 к синусу 30. Все. Что теперь я делаю? Наверняка все понимают, что нужно сделать сейчас. Я перемножу левые и правые части этих трех равенств. Вот поставлю знак умножить вот здесь. И что у меня получится? Я покажу это сразу. Слева получается у меня. Уменьшу. Вот так. Так лучше воспринимается, верно? МК на АК, АК на КЦ, КЦ на КН. Ну, а справа в числителе синус 20, синус 50, синус 70, а в знаменателе синус 80 на синус 30 на синус 30, то есть синус в квадрате 30. Вот эти синусы перемножились, этот, и то, что получилось, то и получилось. Но слева сокращается АК и АК, КЦ и КЦ. Остается отношение МК к КН. Смотрю на чертеж. Вроде бы МК и КН равны между собой. Наверняка это отношение тогда будет равно единице. Ну а что справа? А справа я заменю синус 50 по формуле приведения, вот этой,
я заменю на косинус 40 градусов. А синус 70 заменю на косинус 20 градусов. Вот так. И что получается у меня уже почти в окончательном виде, посмотрите. У меня получается действительно МК относится к КН. Вот МК здесь осталось сверху, КН снизу. Значит, МК относится к КН, а в числителе синус 30 это 1/2, а в квадрате это 1/4. И после деления на 1/4 четверка идет вверх, верно? А там я запишу синус 20 и сразу косинус 20 вслед. А уже в конце косинус 40. И вот 2 умножить на синус 20 косинус 20, это по формуле двойного аргумента, даст мне синус 40. Получим 2 синус 40 на косинус 40. Ну, я снова дальше применю, как вы понимаете, синус двойного аргумента, и окончательно у меня получается вот такая история. Получается 2 синус 40 на косинус 40 дают синус 80 в числителе. Ну и синус 80 остался в знаменателе. После сокращения это дает единицу. МК действительно равно КН. Треугольничек действительно получается МКН равнобедренный. Вот этот уголок, мы сказали в начале, равен 100 градусов вертикально ему, 100 градусов, и тогда углы при основании равнобедренного треугольника дадут нам 40 градусов каждый угол. Ответ альфа 40 градусов, и задача решена. Ну, возможно, вы найдете какое-то и геометрическое решение, это не исключено, но скажу сразу, что задача предлагалась в Англии на Олимпиаде, поэтому задача непростая, но мне кажется очень-очень красивая. Я рад, что вы досмотрели до конца, что были на канале. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.